Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами, друзья, уделим внимание 14 мая, Радонец, и поговорим о том, какие народные приметы, что можно, чего категорически нельзя делать, а также уделим внимание определенным, дадим вам советы и рекомендации, которые вам помогут в этот день. Давайте, друзья, все далее более подробно. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, друзья, а в комментариях напишите слово «свет», и пусть высшие силы помогут вам достичь всех целей. Также хотим поблагодарить вас за донаты, которые вы нам отправляете, друзья, нам очень-очень приятно. Итак, давайте начинать. Итак, Радоница, которая отмечается в 9-й день после Пасхи, является значимым днем в православном календаре. И в этом, друзья, 2024 году этот день приходится на 14 мая, когда православные верующие поминают усопших близких. Этот день один из 8 родительских суббот в году, который сопровождается множеством народных примет и поверий, корни которых уходят в глубокую древность. Радоница имеет древние дохристианские корни. В Древней Руси существовали дни поминовения усопших, и одним из них был день весеннего поминовения, который с течением времени стал ассоциироваться с пасхальными торжествами. Слияние языческих и христианских традиций привело к формированию современной Радоницы, когда поминовение усопших стало неразрывно связано с празднованием воскресения Христа. Радоница сопровождается различными народными приметами, каждая из которых имеет свое символическое значение. Вот некоторые из них. В этот день не следует работать. Считается, что в Радоницу важно уделить время молитве и поминовению, а занятия трудовой деятельностью могут отвлекать от этого. В этот день стоит посетить кладбище. Традиционно в Радоницу люди посещают могилы усопших, украшают их цветами и оставляют угощения, что символизирует заботу о душах усопших. Также в этот день подается милостыня. В этот день принято делать пожертвования бедным людям. Это тем самым символизирует добрые дела от имени усопших, помогая их душам найти покой. В этот день запрет на громкие развлечения. Радоница – это все-таки время тишины и скорби, поэтому громкие веселья и празднества считаются неуместными. Радоница – это уникальный православный праздник, который объединяет скорбь по усопшим с радостью воскресения Христова. Он отмечается во вторник после Антипасхи и приурочен к первому общецерковному поминовению усопших после Пасхи. И в этом 2024 году этот день приходится на 14 мая. Слово «радоница» происходит от слова «радость» и ассоциируется с радостной молитвой об умерших. Это название отражает глубокую суть праздника. Христианская вера в то, что смерть не является концом, а лишь переходом к вечной жизни во Христе. Радоница напоминает о радостном воскресении Иисуса Христа и ожидании всеобщего воскресения мертвых. Изначально поминки усопших проводились на Красную Горку, однако позже, в связи с запретом церкви проводить заупокойные богослужения в Светлую Седмицу, дата праздника была перенесена. Это позволило сохранить дух радостного празднования Пасхи и одновременно уделить время поминовению усопших. В Радоницу принято посещать кладбища, чтобы помянуть усопших. Верующие несут на могилы покойных цветы и пасхальные куличи, делясь радостью Пасхи с ушедшими. Этот день наполнен особыми молитвами и литургиями, в которых просят упокоения душ усопших. Радоница, отмечаемая на 9-й день после Пасхи, является особым временем в православном календаре, когда верующие поминают усопших родственников. Этот день наполнен уникальными традициями, которые помогают сохранять связь с прошлым, почитать память ушедших и поделиться радостью воскрешения Христова.
В древности радоница ассоциировалась с приготовлением особенной пищи, которую приносили на могилы умерших. И основные продукты включали отварные куриные яйца, окрашенные в зеленый и желтый цвета, которые символизировали грусть и память. Яйца зарывали в землю или разбивали окрест на могиле, что символизировало акт христосования с родными. Далее кутья. Это блины, могли быть и лепешки быть. Это также являлись традиционными блюдами, которыми именно готовились в этот день. Завернутая в ткань пища приносилась на могилы, где часть угощений предназначалась усопшим и зарывалась в землю, чтобы покойники могли участвовать в пиршестве. Это действо символизировало уважение и память о ушедших. Также в Радоницу существовал обычай подавать милостыню нищим и бездомным. Отказывать в этот день в помощи считалось дурным тоном, так как деление с бедными ассоциировалось с благословением для душ усопших. Некоторые семьи растапливали баню и оставляли в ней чистую одежду в ночь на Радоницу, веря, что усопшие родственники придут мыться. Поутру вся семья осматривала в баню в поисках следов ночных гостей. На подоконнике дома обычно оставляли стакан воды и кусочки хлеба для усопших. Вечером во время поминального ужина на стол ставили 3 лишних тарелки для завтрака, обеда и ужина для покойного. Остатки пищи после трапезы раздавались бездомным, продолжая тему деления и помощи нуждающимся. Как же правильно поминать усопших на Радоницу? Радоница – это особенный день в православном календаре, как мы уже сказали ранее, когда верующие отдают дань уважения ушедшим родственникам и близким. Этот день предоставляет уникальную возможность через молитву и ритуалы выразить свою любовь и уважение к усопшим. Вот основные аспекты, которые следует учитывать, чтобы должным образом совершить поминовение на Радоницу. Один из самых важных элементов поминовения – это участие в церковной службе. В Радоницу в церквях проводятся панихиды с песнопениями. Важно помолиться за души ушедших, так как считается, что молитвы живых помогают душам усопших в их путешествии после смерти. Перед началом службы рекомендуется подать записку с именами усопших для поминовения. Если возможно, следует причаститься, так как это усиливает действие молитвы. Помимо церковной службы, важным ритуалом является и посещение кладбища. На Радоницу многие администрации даже организуют бесплатные трансферы до кладбищ, чтобы упростить доступ. На могилах принято убирать, красить ограды, сажать цветы и зажигать свечи. В идеале следует пригласить священника для совершения панихиды или литии, но в отсутствие священника можно самостоятельно прочитать молитвы «Упокой Господи» и песнопения со святыми «Упокой» и «Вечную память». Хотя на кладбищах часто оставляют пасхальные куличи и яйца, важно помнить, что по христианским верованиям душа усопшего находится у Бога, и основным элементом поминовения должна быть молитва. Не рекомендуется поминать усопших алкоголем, особенно водкой, что противоречит церковным канонам. Употребление вина допустимо, но только в умеренных количествах. На Радоницу следует избегать шумного веселья и постараться сосредоточиться на духовных аспектах дня. Это время для размышлений, молитвы и памяти о тех, кто ушел. Радонец напоминает о бренности жизни и важности духовных связей, которые превосходят границы жизни и смерти. Радоница – это особенный день в православном календаре, когда верующие поминают усопших. Также этот день сопровождается не только церковными обрядами, но и имеет множество народных примет и традиций. Эти приметы имеют глубокие корни и отражают народное восприятие жизни, смерти и взаимодействия с потусторонним миром. Одна из наиболее распространенных народных примет на Радоницу – это ожидание дождя. Считается, что если в этот день идет дождь, это очень хороший знак. Дождевая вода воспринимается как целебная, поэтому ею умываются, чтобы смыть грехи и болезни. Даже считается, что природа таким образом помогает человеку очиститься и обновиться.
Есть такое поверье, что человек, который первым придет на кладбище в день Радоницы, получит особое благословение и покровительство усопших. Это связано с верой в то, что первые молитвы и поминовения особенно ценны и имеют большую силу. В Радоницу принято сдерживать свои эмоции. Считается, что плакать и грустить в этот день все-таки не следует, так как это может потревожить души умерших. Вместо грусти и скорби предпочтение отдается спокойному и умиротворенному поминовению. В день Радоницы не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, особенно полевыми работами. Это связано с уважением к усопшим и желанием уделить этот день размышлениям о вечности и духовном очищении, а не земным делам. Традиционно на Радоницу устраивается и праздничная трапеза, и забывать об этом считается плохой народной приметой. Если усопшие не получат должного внимания в этот день, это может привести к неудачам и к болезням для тех, кто забыл о поминовении. Сны, которые снятся в ночь перед Радоницей, придают особое значение. Считается, что эти сны могут быть вещими и несут в себе знаки или послания от усопших. Обращать внимание на такие сны и размышлять о их значении была давняя традиция. Эти народные приметы и традиции помогают поддерживать связь с ушедшими, а также напоминают о ценности жизни и важности духовного развития каждого человека. Далее рассмотрим подробнее некоторые из наиболее значимых и интересных народных примет на Радоницу. Вы знаете, на Руси на Радоницу было строго-настрого запрещено заниматься земледелием, включая сев, пахоту или копку земли. Считалось, что такие действия могут нарушить покой усопших и, как следствие, негативно сказаться на урожае. Это поверье основывалось на уважении к умершим и желании не беспокоить землю, которая символически ассоциируется с местом последнего упокоения. Далее, еще одна интересная народная примета гласит, что умывание дождевой водой через золотое или серебряное кольцо в Радоницу поможет сохранить молодость и красоту. Такое умывание также рассматривалось как способ очищения от грехов и болезней, придавая этому действию своеобразный ритуал очищения и обновления. Древние славяне верили, что необходимо в этот день устроить праздничную трапезу в честь умерших. Пренебрежение этим обычаем могло привести к неудачам, плохому урожаю или даже болезням скота. Этот обычай подчеркивал важность поминовения усопших и уважения к предкам, которое считалось залогом благополучия и процветания. Считалось, что непосещение могил родственников на Радоницу может привести к тому, что после смерти человека о нем тоже никто не вспомнит. По традиции, первому пришедшему на кладбище человеку доставалась особая благодарность и покровительство усопших, что подчеркивало важность раннего и уважительного посещения мест захоронения. В Радоницу также не принято было плакать и страдать, чтобы не привлекать внимание духов, которые из жалости могут забрать человека с собой. Это верование напоминает о необходимости сохранять спокойствие и душевное равновесие в этот день, уважая покой усопших. Наконец, существует поверье, что ребенок, рожденный в этот день на Радоницу, будет наделен качествами поминаемого усопшего родственника. Это говорит о глубокой связи между поколениями и важности памяти о предках в культуре славян. Теперь давайте поговорим о том, а что же нельзя было делать в день поминовения усопших. Вы знаете, несмотря на светлый характер праздника, существовали и ряд запретов и ограничений, которые помогали сохранить уважение к памяти ушедших и поддерживать духовную чистоту этого дня. На Радоницу не принято было оставлять на могилах крашеные яйца, алкоголь или любую другую еду. Церковь считает такие действия пережитком языческих традиций и относится к ним неодобрительно. Вместо этого рекомендуется ограничиться цветами и символическими подарками, которые выражают уважение и память о человеке.
Хотя Радонец– это день поминовения усопших, но все же излишняя печаль и скорбь считаются неподходящими. Важно помнить, что этот день также связан с радостью воскресения Христа, и следует делиться этой радостью с усопшими, а не горевать. В то же время чрезмерное веселье также считается неуместным, чтобы сохранить уважение к духу дня. В Радоницу, как и в другие большие церковные праздники, проведение венчаний не приветствуется. Это связано с тем, что венчание – это радостное и светлое событие, которое может констатировать серьезностью и уединенностью дня поминовения. Кроме того, в этот день на кладбище не стоит курить, громко разговаривать и неуважительно вести себя вблизи могил. Также не рекомендуется посещать кладбище беременным женщинам, чтобы избежать негативного влияния. Кроме того, хотя в некоторых культурах принято вспоминать об умерших, употребляя алкоголь, все-таки в этот праздник не рекомендуется. Умеренное употребление вина допустимо, но важно помнить о мере и сохранять достоинство и уважение к памяти усопших. Вот такими, друзья, важными народными приметами, традициями и обрядами мы хотели сегодня с вами поделиться в этом видео. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а на экране вы сейчас видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.